Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я сделала подборку из 7 мастер-классов по украшению роскошных зимних, рождественских, новогодних тортов, которые совершенно не похожи друг на друга. Здесь будут и 3D-торты, и цветочные торты. Все эти торты я украшала белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Торты эти украшаются несложно, самыми простыми и доступными кондитерскими насадками. Здесь будем украшать торт свеча, торт «Зимняя корзинка», украшение большого квадратного торта в серебристых тонах. Также покажу, как сделать 3D-торт «Снеговики на горке», и сборку и украшений покажу здесь. Также покажу, как украсить вот такой роскошный цветочный зимний торт. Украшение торт «Рождественский венок». И, конечно же, покажу украшение торта «Зимний домик». И сборку этого торта, и украшения. Все подробно покажу и расскажу в этом видео. Я украшаю торт свеча на Рождество, на Новый год, на семейный какой-то праздник, зимний. Украшать я его буду именно белково-заварным кремом. Цветы буду вот такие необычные, диковинные, зимние делать из белково-заварного крема. И покажу вам, как я это делаю, как нанести правильно глазурь, шоколад на этот торт, чтобы смотрелся он именно подтеками для свечи, а не просто как торт с подтеками сделать. Итак, покрыла я торт мой уже белково-заварным кремом в цвет белого шоколада. Здесь у меня белый шоколад я растопила в микроволновке, и где-то 2 мм я срезала у кондитерского мешка. Здесь подтеки мы делаем такими хаотичными движениями, то есть не так, как классические подтеки мы бы делали на торт. Подчеркиваю, что белый шоколад я ни с чем не смешивала, ни со сливочным маслом, ни со сливками. Это я сделала намеренно, чтобы потом он смотрелся таким восковым именно на торте. Так же, как и свеча, когда она горит, и с нее воск стекает, вот чтобы именно что-то вот такое наподобие это выглядело. И теперь я дополняю эти подтеки еще сверху слегка, чтобы вот эти оползни как бы усилились, чтобы смотрелось это более естественно, как это и есть на свече. Далее. Вот это сделать нужно обязательно, потому что иначе это будет смотреться просто как торт с подтеками. Здесь же нам нужно этого обязательно избегать. Я беру мастихин и просто разгоняю оставшийся шоколад ближе туда к центру, чтобы у меня создался эффект того, что начала гореть свеча, и вокруг центра образовывается уже такое пространство, немножко такое небольшое углубление. Шоколад, пока он теплый еще, он распределяется довольно-таки хорошо. Торт у меня где-то часа 2 простоял уже в холодильнике после выравнивания, и он очень у меня остывший, он очень охлажденный. Теперь я просто это разравниваю мастихином. Пока это еще возможно сделать, сделать это нужно как можно быстрее. Здесь я не стараюсь как-то это выровнять идеально, потому что когда горит свеча, она тоже далеко не идеально прогорает. Итак, ложкой сейчас я, просто чайной ложкой, остатками белого шоколада, я просто дополню эти подтеки, чтобы они у меня смотрелись еще более такими оползнями, скажем так. Вы же можете брать также кондитерскую глазурь. Не обязательно брать для этого белый шоколад. И просто это вот на ваше уже усмотрение, на ваше пожелание. Просто дополняю там, где считаю нужным. Не везде, а вот так вот именно как воск стекает со свечи или парафин, ну, чтобы именно ассоциация с этим создавалась. Теперь я беру крем, который у меня остался от выравнивания торта, и просто делаю основу для будущих цветов, такую полоску. Крем я окрасила именно в цвет белого шоколада. Здесь я обрезала кондитерский мешок где-то миллиметров на 8. И я буду теперь делать хлопок. Я держу перпендикулярно гвоздику и давлю такие столбики именно сверху вниз. И вот эти столбики я надавила, слегка надула вот так их кверху и отпустила и увожу опять назад. Видите? Надуваю и увожу назад. 5 их должно быть, этих столбиков, так же, как и растет хлопок. Теперь я окрасила
сам мешок в коричневый цвет и окрасила крем еще коричневым. И делаю вот такие вот как бы лепесточки между каждым белым столбиком. Делается это все очень просто. Главное 5, чтобы их было, и чтобы вот именно сверху мы давим, надуваем вот этот столбик белый и уводим назад. Это очень просто делается. И внутри я делаю тоже как бы такие прожилочки между каждым столбиком, тоже из коричневого крема. Также я посыпаю не тающей пудрой, декоративным снегом кондитерским каждый цветочек, и просто лишнее я уже на тарелочку обратно стряхиваю с каждого цветочка. Еще 2 таких же цветочка хлопка я делаю. Также я их устанавливаю на торт, чтобы мне их хватило именно с тем расстоянием, чтобы их было 3. Вот по 3 сторонам торта. И еще один также я отсажу. Теперь насадка 104. Роза. Здесь она у меня не заужена. Я, видите, у мешка у кондитерского из того же коричневого крема сделала такую небольшую полосочку. И крем я окрасила розово-оранжево-красным. Вот я смешала там 3 красителя, и получился вот такой необычный цвет. И сейчас я буду делать такие цветы. Они у меня ассоциируются с чем-то между засушенными розами Остина, анисом и сушеными апельсинами. Вот что-то такое, что присутствует очень часто в зимних букетах. И теперь я хочу показать, как я это делаю. Я сделала подушку из крема, достаточно такую большую. Насадкой 104, 12 мм розы я делаю вот таких 5 лепестков. Видите, сверху идет окантовочка такая коричневая, тем самым я хотела подчеркнуть, что что-то такое уже засохшее, но что присутствует буквально в каждом таком зимнем букете. Итак, каждый лепесток я обрамляю еще с обеих сторон 2 лепестками. И так я буду надращивать их до определенного размера. Потом еще раз делаем то же самое. Делается это по принципу розы Остина. Но только в розе Остина мы их немножко так закручиваем в бок. А здесь мне хотелось показать именно вот как звездочку такую сделать. И чтобы напоминало, мне это лично напоминает чем-то и анис, который тоже присутствует. Вся эта рождественская выпечка с множеством пряностей. И также мне это напоминает и розу Остина, такую уже засушенную, и также сушеные апельсины. Теперь между каждым лепесточком я делаю такие как бы мини-лепесточки, чтобы заполнить уже это пространство. Так же, как мы это делаем в розе Остина. Розу Остина, конечно же, мы будем делать на канале. И там я покажу уже из более большой насадки, конечно. Но здесь вот делаем сегодня вот именно такой зимний вариант. Очень хочется, чтобы вот именно зимних таких цветов было побольше. К сожалению, в зимнее время очень мы мало делаем таких зимних тортов. Хотелось бы их больше, конечно, делать. И теперь просто обрамляю такими лепестками округлыми. Постоянно протираем насадку. И надставляю уже слегка как бы сверху. Насадка у меня, заметьте, очень-очень маленькая. Я специально всегда беру, стараюсь во всяком случае брать как можно более мелкие насадки здесь для цветов, показывать на канале, чтобы девочки, у которых нет вообще больших насадок, могли тоже сделать очень достойные красивые цветы. И здесь снизу я надставляю еще такими лепесточками, чтобы просто закрыть низ этого цветка. И уже он будет очень хорошо смотреться в торте, и ничего там снизу не будет видно. Здесь обязательно нужно делать подушечку такую пообширнее для этого именно цветочка, чтобы он хорошо уже у нас отсаживался на торт. Большими ножницами обязательно это делаем. Еще 3 розы у нас таких есть. Теперь 3 вот этих вот цвета. Теперь я хочу сделать такие веточки.
засушенные такие веточки, засохшие, как вот они без листвы, что как зимние такие, может быть, где-то угловатые такие они немножко. Не нужно их делать округлыми. Как они в природе, мы их видим всегда на деревьях, они немножко угловатые такие, без листьев. Делается это очень просто. Главное делать их не округлыми. Вот здесь вот это очень важно. Иначе нету такого тогда эффекта вот этой какой-то зимы, скажем так. Теперь я буду делать хвою. Хвою я буду делать из насадки номер 13. Это у меня самая маленькая 3 мм звездочка. И окрасил я цветом хаки. Специально я взяла такой цвет, чтобы хвоя подходила именно под цвет свечи и под мои вот эти цветы. Вот смотрите, делаю основание и по бокам по иголочке делаю. Ну, назовем их так, они у нас такие большие иголочки получаются, но мы сразу ими пространство занимаем. По бокам 2 иголочки и сверху закрываем. Делается это очень просто. Сделали основание, по бокам, по обеим сторонам по иголочке и сверху 1 иголочку закрываем. Это делается очень быстро. Просто я не стала здесь все это снимать. По бокам 2 иголочки и сверху 1. И обязательно основание делаем. И так это делаем вокруг всех цветов. И не забываем, когда отсаживаем именно листья хвойные, вот эти ветки хвойные, что они немножко угловатые тоже всегда. Они не округлые. Вот это нужно помнить всегда. Такие прямые линии всегда от них. Треугольником может где-то, но не полукругом. Я имею в виду сами ветки у елки, у сосны, хвойные ветки. Теперь хвою я уже сделала. На нее нужно, конечно, определенное количество времени потратить. Как делать хвою насадкой травкой есть на моем канале. Ссылку я оставлю на тот тортик. Тоже зимний торт. На Рождество, на Новый год можно такое сделать. Проходите по ссылке и смотрите, именно как насадкой травка. Сегодня вот показываю, как обычной насадкой открытая звездочка 3 мм. Она делается, это хвоя. Итак, теперь я буду делать вот такой конус. У меня рисовый конус на гвоздики я взяла. Насадка у меня здесь 874 изогнутая роза, 3 сантиметра на выходе. Я ее заузила. И цвет я окрасила бирюзовый и черный. И получился у меня цвет такой, как похож на голубую ель, на какие-то листья эвкалипта. То есть что-то вот в этом ракурсе. Накручиваю основание. Делаю по принципу классической розы. Такие цветы тоже всегда присутствуют очень часто в виде суккулентов, может быть, в виде эвкалипта, каких-то других таких вот растений именно такого цвета. Вот этот цвет именно здесь мне был очень важен. И хотелось это сделать, ну, конечно, понаряднее. Но наряднее это роза. Поэтому вот именно вот такого цвета розы делаю. И веду снизу вверх и опять увожу вниз. По сути, делаем здесь классическую кремовую розу, но большую. Роза будет где-то сантиметров 7, вот крайние ее лепестки будут. Мне она такая нужна, чтобы занять ей пространство. И таких роз я делаю тоже 3 штуки и устанавливаю их на торт. Делаются они несложно. Насадка у меня здесь большая, еще раз говорю, 3 сантиметра на выходе. И устанавливаю именно в то место, где вот осталось у нас между теми цветами. Видите? И вот так она сразу собой занимает все это пространство. И таких роз я делаю 3. Розы я сделала. Теперь я сделаю у веточек как бы шапочки такие снежные. Они очень дополняют эти веточки. Я просто отрезала где-то, ну, может быть, 2 миллиметра у кондитерского мешка. И делаю вот такие снежные шапочки. Тоже по всем этим веткам. Следующее, что я делаю, я немножко бусин сахарных также нанесла на хвою. Здесь у меня золотой цвет и перламутровый просто. Я не стала уже это снимать, чтобы время не занимать. Насадка у меня здесь 1М. Вот сейчас я буду делать фитиль. Желтый цвет и тот цвет оранжевый, такой яркий, что остались у меня от цветов от этих оранжевых.
Первая попытка будет неудачная у меня, потому что цвет нужно было окрасить более, смешать его. Вот смотрите, принцип: просто отсаживаем и уводим слегка в бок. Вот так делается фитиль. На второй попытке будет хуже видно, но цвет уже я размешаю очень сильно. Видите, вилкой пришлось снять. Не повторяйте мои ошибки. Цвет сразу смешайте более однородным. Сделайте, чтобы были просто прожилки желтые и оранжевые. У меня же получилось такие две конкретные полосы. Половина фитиля желтого, половина оранжевого. Теперь делаю следующую попытку. И слегка кондитерским снегом, не тающей пудрой, я присыпала из ситечка хвою. Вот видите, сейчас закрою рукой, но первую, смотрите, этот фитиль, то же самое я делаю, просто уже цвет более однородный, я его окрасила уже в мешке. Видите? То есть нажали слегка вот такими волнообразные движения и потом увели немножко в сторону. И получается вот такой фитиль. В принципе, торт наш уже готов. Торт этот 16 сантиметров в диаметре, 17 сантиметров в высоту, украшался белково-заварным кремом. Крема белкового у меня ушло из расчета порции на 250 грамм белка вместе с выравниванием и с украшением уже. Сегодня я украшаю торт на Рождество, на Новый год, на зимний день рождения. И украшать я его буду в очень быстрой технике. Может быть, это кому-то покажется странным, но, как правило, перед праздниками очень мало времени у любой хозяйки, и на торт, на украшение этого торта хочется сделать красиво, но не хочется тратить много времени. И вот сегодня я показываю именно такой вариант. Делаю я корзинку, из которой выплескиваются зимние такие необычные фантазийные цветы. И эти цветы я буду делать сегодня именно все из насадок штамп. Штампы, что мы под этим подразумеваем? Это насадка тюльпан, насадка тройная улыбка. Даже насадку розу я сегодня буду использовать просто как один завиток такой. Эти такие фантазийные бутоны, назовем их так. И также насадка у меня будет звездочка и насадка листик. То есть все то, что не требует длительной работы. И я сегодня вам хочу показать. Крем у меня здесь белково-заварной, диаметр торта 26 сантиметров. Ушло крема из расчета на 250 грамм белка. Итак, во-первых, я покрыла, сверху выровняла белым кремом поверхность, и с боков я просто нанесла голубой крем. Здесь у меня насадка номер 17, 6 мм открытая звездочка, и ей я буду делать плетение у корзины. Корзина делается очень просто. Мы ставим перпендикулярно подложке перекладину из крема, назовем ее так, и потом делаем прутики. Шаг у корзинки, вот у этих прутиков, мы выбираем сами, то есть кому как нравится, и чем шире шаг у прутиков, тем крупнее мы берем для этого насадку. Мне же здесь в данном торте захотелось сделать немножко помельче, потому что сами цветы у меня огромные. И делается она действительно очень быстро и очень просто, любая корзинка. Если еще быстрее хотите сделать, берите покрупнее насадку. Начинаем стык у корзинки и заканчиваем там же, где у нас будет каскад из цветов, чтобы этот стык не было потом видно. Теперь в этом же месте, где у нас стык у корзинки, я делаю окантовку корзинки, чтобы там же был стык у окантовки. Из этой же насадки номер 17, звездочка открытая 6 мм, я делаю вот такие завитки. Что-то такое снежное, морозное. Очень красиво будет дополнять всю эту корзинку. Цвет у меня здесь небесно-голубой. Я окрашивала именно буквально капельку, окрашивала белково-заварной крем. Окантовку я сделала. Делается она очень-очень просто. Затем я взяла остатки от бисквита. Здесь у меня классический бисквит шоколадный. Чудо-бисквит без разрыхлителя. И вот такой вот кусочек, как вот мы обычно треугольный кусочек у торта отрезаем, я просто срезала ему острое окончание, и получилась у меня вот такая прокинутая корзинка. Я покрыла мой кусочек белково-заварным кремом. Сам торт я перед этим заганашила. Я покрыла его ганашем для того, чтобы не было крошек и чтобы не было просветов.
Итак, маленькая корзинка готова. Теперь я начинаю делать цветы. Из мастики я приготовила вот такие снежинки. И начинаю делать цветы. Насадка у меня здесь тройная улыбка. Она такая же большая, как насадка тюльпан. Делаю основание из того же крема, что я делала, и корзинку. И делаю таких 5 лепестков. Сверху я делаю 4 лепестка. И цветок готов. И по этому же принципу я делаю все цветы. Цветок делается буквально за несколько секунд. Получается сразу очень объемным и очень таким интересным. Чем-то напоминает и снежинки, и в то же время и цветок. И очень хорошо подойдет к любому зимнему торту. И вот смотрите, теперь на саму поверхность корзины я наношу уже лепестки из этой же насадки. Видите, вот так вот 3 лепестка, и такой мелкий, как цветочек, бутончик уже готов. И с обеих сторон это то же самое делаю. И в принципе с сиреневыми цветами я уже закончила здесь. Видите, как быстро это делается и как сразу много места они занимают. Теперь у меня насадка 128 роза. Она у меня заужена. Я ее заузила плоскогубцами. И теперь я буду делать фантазийные бутоны из нее. Для этого мне понадобится рисовый конус, гвоздик для него. И смотрите, насадку я слегка наклоняю от себя. Потом сам бутончик закроется. И все. Одно движение насадкой, и получается очень необычный бутон. И очень хорошо он будет смотреться в этой композиции. Ставлю его сразу на торт. И делаю то же самое. Отклоняйте от себя эту насадку, потому что сам по себе кружочек этот закроется. Благодаря тому, что крем, он как бы наклоняется все равно внутрь. И заполняем в тех местах, где считаем нужным. Делается это очень просто и очень быстро. И такие необычные фантазийные бутоны у нас получаются. Теперь в центр сиреневых цветов я просто посыпаю бусины сахарные серебряного цвета. Мне захотелось в данном торте серебряное сделать, чтобы подчеркнуть его такую морозность, зимний такой его стиль. И везде по всем цветам я делаю то же самое. Вы же можете любого цвета брать. Здесь у меня насадка обычный тюльпан. Она у меня без номера, но одна из разновидностей тюльпана. Я отсаживаю там, где считаю нужным, заполняю пустоты. Цвет у меня здесь индиго-синий. Много я его не добавляла. Это у меня немецкий краситель. И получаются сразу объемные цветы, заполняют места, которые нам хочется заполнить. И делается это буквально за несколько минут. Здесь я не использую цветы, которые требуют определенных временных затрат. Ни розы, ни гортензии, ни лилии. Ничего такого я здесь не использую. Я делаю все это очень и очень быстро. Как я и пообещала в начале данного видео. Теперь у меня насадка. Закрытая звездочка 8 мм. Она, к сожалению, без номера, но есть, как правило, в каждом наборе для кондитеров. И я ей делаю серединки у фантазийных бутонов. Для чего я ее взяла? Потому что рельеф у нее более такой четкий выходит, нежели у обычной открытой звездочки. И так прохожусь по всем бутонам. Теперь у меня насадка 135 фантазийная гортензия. Она такого размера, как насадка 1М. Если у вас такой нет насадки, возьмите или закрытую звездочку, или насадку 1М. Крем я здесь взяла от основания у бутонов у этих. Я его просто разбавила слегка белым кремом. И получается у меня такие уютненькие цветочки, такие как бы бархатные, зимние какие-то. И столбиками такими просто заполняю место. Длится это буквально минуту. Как я и обещала, что украшение будет очень быстрым, но в то же время очень эффектным. Теперь я уже посмотрела, что больше мне не нужна эта насадка. Я беру насадку листик номер 70.
10 миллиметров на выходе. И беру просто белый крем, и белым кремом я буду делать листья. Номер 70, тоже, как правило, есть в каждом наборе для кондитеров. Белым кремом здесь не увлекаемся, только заполняем те места, где у нас помарки, потому что большими насадками, как правило, всегда бывают помарки сбоку у цветов, и там, где пустоты остались. Много не делаем здесь белого цвета, потому что это будет слишком, закроет собой просто композицию. Из вырубки снежинка я сделала снежинки двух цветов из мастики, синего и белого, и дополняю там, где считаю нужным. Главное, чтобы эти все снежинки у нас смотрели в сторону, куда у нас не спадает каскад этих цветов. И все, и торт готов. Как я и обещала, что торт делается очень просто и очень быстро. И вот такой торт у меня получился. Делала я его очень быстро. Несложное совсем украшение, в очень таком зимнем стиле, подойдет и на Рождество, и на Новый год, и на зимний день рождения. В данном видео я украшаю морозный зимний торт, который подойдет на разные зимние праздники, и на Рождество, и на Новый год, на день рождения, на юбилей зимний. Также подойдет даже на серебряную свадьбу, потому что мы будем украшать его именно в серебристых тонах, в разных оттенках этого серебристого тона. В данном видео у меня торт украшен белково-заварным кремом. У размеру торта большой, это на большую компанию торт, 26 на 26 сантиметров. Украшать я его буду из расчета порции на 200 грамм белка у меня здесь уйдет. Я покажу все тонкости, как быстро с этим справится даже новичок. Итак, во-первых, я его покрыла, во-первых, мою заготовку белковым кремом. Особо я его здесь не выравнивала. Я сделаю барельеф. Барельеф я буду делать элементарный такой, насадка номер 17. У меня здесь 6 миллиметров, открытая звездочка. Морозные такие будем завитки делать на поверхности нашего, так слегка выровненного торта. Просто делаем завиток и внутри еще одну запятую. И обязательно здесь самый главный принцип, это чтобы мы располагали эти завитки постоянно как бы спиной друг к другу, скажем так, чтобы они у нас не были параллельно, не стояли, да, а чтобы постоянно менялся у них ракурс. Вот это нужно соблюдать, и тогда все у нас получится. И движение самого, чтобы он получался более ровным, этот завиток, нужно движение делать быстро, то есть не тянуть его долго, иначе будет тогда искривляться эта дуга наша. И так по всем 4 сторонам я прохожусь. Сейчас я покажу, как сделать вот такой бордюр. Нажали, отпустили, самый простой бордюр. Видите, справится даже новичок. Уголки укрепляем слегка кремом, чтобы торт смотрелся так более основательно. Итак, теперь сверху я этой же насадкой, номер 17, это все одна и та же насадка у меня с белым кремом. Номер 17 насадка, и делаю вот такие вот просто завиточки. Они делаются очень просто, в разные стороны, и также по всем 4 сторонам торта. Такой торт у меня получился. Теперь смотрите, я буду делать хвою. Здесь у меня насадка номер 13, 3 мм открытая звездочка. И это я делаю специально, показываю сейчас для тех, многие очень пишут, что нет насадки травка. Именно для тех показываю, у кого нет насадки травка, чтобы побыстрее сделать хвою. И вот таким вот образом мы делаем хвою. Просто покажу здесь на одной веточке. Это у тех, у кого нет насадки травка. Я же потом это все в процессе работы сейчас дополню насадкой травка. Но и насадкой просто открытая звездочка небольшая можно это сделать. Делаю вот такие вот веточки из всех 4 углов. То есть вот такой вот у нас морозный рисунок получается. Я потом дополню просто травкой. Но вы же можете вот на таком вот уровне все это оставить. Теперь я буду делать шишки. Делаем основание узенькое для шишки, не широкое. Насадка номер 80, обычная хризантема. Из 3 чешуек делаем основание. И в шахматном порядке спускаемся шаг за шагом вниз.
Делаются они очень просто. Теперь хочу сказать о цвете крема. Для хвои я окрасила по капельке, буквально на кончике зубочистки, черный, сиреневый и индиго-синий на кончике зубочистки. И то же самое я делаю и шишки этим же цветом, но сам кондитерский мешок я окрасила темно-сиреневым цветом именно с той стороны, где выпуклая сторона у насадки хризантема. И все, больше здесь я ничего не делаю. Цвет у них такой серовато-сиреневатый получается. Вот на камере, я не знаю, наверное, плохо передается. Но обязательно окрашиваем это, чтобы чешуйки, как и в природе, смотрелись более естественно. Когда такие большие торты, уже, как правило, никто не обращает внимания, сколько должно быть этих цветов, никто не считает вот эти вот там четное, нечетное количество. Здесь вот когда, допустим, 3 цветка у нас только, а когда такая большая композиция, как бы уже и не считается здесь. Вот. Теперь я буду делать белую пуансеттию. Пуансеттия делается очень просто. Делаем вот такую подушечку. Насадка галочка, она у меня без номера здесь. И вытягиваем 3 лепестка сначала, как бы наверх мы их вытягиваем, и потом снизу под ними как бы еще 3 лепестка, и сверху 3 маленьких. И все, и цветок готов. Цвет я здесь белый окрасила буквально половиной капельки лимонно-желтого, чтобы цветок смотрелся так же, как и в природе. Белая пуансеттия, она не совсем прям белоснежная, она же слегка немножко такая желтоватая. Вот. И также делаем 4 цветка. Потому что здесь у нас прямоугольный торт, здесь уже немножко другие идут к нему требования. Кто этого не знает, в прямоугольных тортах допускается симметричное как бы число, вот это четное число цветов, узоров, окантовки и так далее. То есть здесь уже мы по-другому. Мы это рассматриваем просто как торт. И таким же образом я делаю все 4 цветка. Затем насадка травка, про которую я вам говорила, 233 номер, с тем же у меня серебристым цветом, но я еще добавила туда немножко белого. И как бы у меня получается немножко как в инии вот эти вот уже хвоя. Она очень красиво смотрится. То есть я где-то сделала сначала вот такую вот серую, и сверху я еще добавляю вот такого морозного цвета. Смотрится на самом деле очень красиво, когда смотришь на этот торт. Когда я уже отсадила всю хвою, у меня здесь насадка номер 70, обычный листик 10 мм. Индиго-синим цветом я окрасила только кондитерский мешок с белым кремом. И я делаю листья. Слегка такой холодно-синий цвет у нас получается. Именно не бирюзово-синий, а индиго-синий, такой как джинсово-синий. Он очень дополняет всю эту композицию. То есть здесь вот таких вот зеленовато-бирюзовых тонов я не использую. Я наоборот как бы ухожу синий-сиреневый такой у меня здесь тон. Это как бы такие сумерки. Вот очень он напоминает такие какие-то рождественские сумерки. Вот. И морозные такие именно. Можно на святки приготовить этот. Вот когда у нас 2 недели же святки впереди еще. Все друг к другу ходят в гости. И можно пойти в гости с таким тортом. Тем более здесь у нас, в принципе, он такой нейтральный тортик. И можно здесь и какую-то написать и надпись. И, допустим, и зимнему имениннику очень часто девочки не знают, как украсить зимний торт. Вот такая вот одна из многочисленных идей. Здесь просто я основание у цветов, я как бы тычинки делаю также серебряными бусинами. И серебристые, и перламутровые бусины просто рассыпаю там, где нужно заполнить пустоты. И также по всем краям торта я это по боковинам тоже делаю. Снег я здесь имитирую именно кокосовой стружкой, потому что если не тающей пудрой, ее просто не будет видно. Кокосовая стружка более объемная. Сейчас я вам покажу, каким серебристым распылителем я пользовалась. Здесь у меня сухой серебристый распылитель. Это пищевой краситель, который дает именно вот такой светло-серебристый тон. Он, в принципе, бело-серебристый такой, перламутр.
Именно вот для таких вот тортов я советую брать не серого, серебряного цвета, а именно белого. Здесь у меня конфеты круглые, обычные, из темного шоколада. И смотрите, как они смотрятся. И еще я добавила маршмеллоу. Конфеты я просто покрыла вот этим серебристым блеском пищевым. И вот такой торт у нас в итоге получается. Делается он совсем несложно. Сразу подходит на большую компанию. Торт у меня почти 4 килограмма весом. Ушло на него белка из расчета порции на 200 грамм. Я варила белка, весь крем у меня ушел. И надеюсь, что идея такая кому-то пригодится. Сейчас на праздники, в зимний период. И по ансетию, смотрите, я тоже из вот этого распылителя сухого, я ее побрызгала, и она очень красиво смотрится. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я украшаю вот такой зимний веселый торт «Снеговики на горке». Такой торт подойдет как в подарок спортсмену, ребенку. Также его можно, конечно же, и на Новый год украсить. Но очень мне хочется в данном видео показать то, что можно и не только на Новый год делать вот такие веселые, жизнерадостные торты в зимней именно тематике. Потому что, к сожалению, мы как-то редко очень делаем зимние торты, хотя зимнее время занимает тоже очень большую часть года. Итак, что же нам для этого понадобится, чтобы сделать такой торт, какие заготовки? Здесь у меня шоколадная молочная девочка, торт с кремом лакомка. Я его покрываю, выпекала я его в предыдущем видео, собирала. Я ссылку обязательно оставлю в описании к данному видео. Покрываю его шоколадным ганашем, 200 грамм шоколада и 100 грамм сливочного масла. И отправляю его где-то на полчаса в холодильник. Теперь, чтобы мне сделать саму эту горку, я беру, у меня 2 обрезка от бисквитов, 2 шапочки. Я их разрезала, вот такие вот у меня получились четвертинки от каждого коржа. Видите, по 19 сантиметров в диаметре они у меня. Сам торт у меня 26 сантиметров. И для самой горки мне нужно, по сути, здесь 1,5 вот этих шапочки, 1,5 коржа. Но у меня это обрезки, они у меня просто были в холодильнике. Недавно я пекла такие бисквиты, и вот они мне как раз и пригодились. Вот таким образом 6 штук я их сейчас прослою кремом лакомка и поставлю вот так вот к торту. Это очень удобно, никогда не нужно их выкидывать. Если у вас не срочно они вам нужны, вы их можете заморозить в пищевой пленке, и они вам пригодятся обязательно, и будете использовать. Итак, прослаиваю я их кремом лакомка, и пол коржа, которые у нас остались, я режу на более мелкие фрагменты и дополняю ими уже те места, где считаю нужным просто. Ну, чтобы создать именно форму вот этой горки. Это все у меня сейчас пойдет в дело, и останутся буквально пару маленьких кусочков от 2 коржей, вот 2 шапочки от бисквитов, которые выпекались. Вот так я все это устанавливаю. Промазываю я и сверху бисквитной крошкой и кремом лакомка. Все это схватывается очень быстро, где-то у меня, ну, час, может быть, в холодильнике они провели. И потом, сейчас я все это вот так вот покрыла, видите, это с кремом лакомка, бисквитной крошкой, получилась вот такая вот горочка. 10 сантиметров в высоту мой торт, круглый который, вы же можете и меньше его брать, не обязательно вот таким высоким и широким брать, можете и 20 сантиметров его в диаметре сделать. Здесь просто мне для видео нужен был такой покрупнее тортик, чтобы вам все детально показать. И тонюсеньким слоем, буквально полупрозрачным, я покрыла сливочным масло сливочное на сгущенке крем, просто чтобы изолировать от влаги и связать последние крошки. И вот такая заготовочка у меня полчаса в холодильнике постояла, пока я уже сварила белковый крем, и я начинаю украшать уже белковым кремом. Сварила я сразу на 250 грамм белка, 7 литров у меня дижамиксера, и покрываю просто в хаотичном порядке, просто покрываю весь мой торт. Абсолютно со всех сторон. Ничего я здесь не выравниваю. Мне просто моя задача покрыть где-то, ну, минимум 5 миллиметров, чтобы была ширина, толщина, вернее, у моего белкового слоя. Здесь я шпателем наношу вот такие вот хаотичные структуры, это как сугроб такой вот по бокам у меня, сугробы. Естественно, у них нет никакой формы. Здесь у меня кипяченая теплая вода, бутылочка идеально чистая у меня. И я просто из этого распылителя распыляю кипяченую воду на бока торта, чтобы увлажнить и чтобы мне слегка, буквально шпателем пройтись и слегка выровнять это все. Таким образом,
Вот так вот, видите, я уже выглаживаю его. У меня уже структура более такая становится податливая. И не нужно здесь никакого идеального выравнивания, потому что у нас здесь, по сути, это гора снега. И у снега, конечно же, нет никакой формы такой определенной. То место, где у нас будет лыжня, у снеговиков, вот где будут следы от лыж, мы увлажняем посильнее. Также я из распылителя брызгаю еще раз. Беру сейчас я мастихин. И мастихином я делаю вот такие вот полосы. Очень просто они делаются, потому что у нас теперь податливая очень вот эта структура у крема, так как он хорошо увлажнен. Видите, какая мягкая там у нас такая кашица получается. И делаю своеобразную такую лыжню, потому что снеговики у меня будут скатываться по этой лыжне. Все, этого достаточно. Теперь я также точно, слегка, не увлекаясь, прохожу по бокам моего торта. Там, где считаю нужным, где уже такие сильные рытвины у меня, и я просто их заглаживаю. Но ни в коем случае ничего не выравниваю, потому что нам здесь и нужен такой торт именно без выравнивания. То есть с таким тортом его не нужно бояться, справиться даже начинающий кондитер. И порадуйте всех своих близких. И торт полностью будет украшен именно белковым кремом. Здесь у меня просто кондитерский мешок, я отрезала у него кончик, где-то сантиметр, и просто крем я выдавливаю, и по всему торту, по окантовке я наношу такие своеобразные сугробы. Также я прохожусь из распылителя, слегка увлажняю все это дело, и также мастихином я сейчас эти сугробы слегка так разровняю. Вот такая вот бутылочка, она, даже полбутылочки мне не нужно, я имею в виду воды, чтобы покрыть такой торт, разбрызгать, да? Поэтому вы можете еще меньше себе бутылочку приобрести. В отделе косметических товаров они продаются. Просто новую, чистую взять и не использовать, конечно, для косметики, а только для торта. И мастихином также в хаотичном порядке разравниваю эти сугробы. Меня структура устраивает, в принципе. Я уже могу приступить где-то я там вот подправляю еще по бокам, но уже это не принципиально. Теперь я буду делать елочки. Вот такие у меня вафельные рожки для мороженого. Видите, они сделаны в форме кулька. То есть они не стоят у меня на дне. Поставить их невозможно, он падает. Поэтому я беру, омакиваю этот рожок в горячую кипяченую воду. Буквально через пару секунд я его оттуда вынимаю, и вот эту окантовочку я убираю, которая лишняя, чтобы он был ровным. У меня очень плотные эти рожки, если их обламывать просто в сухом виде, они ломаются сразу. Поэтому вот такая вам подсказка. Если у кого такие же рожки, если уже у вас сейчас вот насадка у меня 8 миллиметров, открытая звездочка, она у меня без номера. И ей я делаю просто веточки у этой елки. Снизу начинаю, рожок держу в руках до тех пор, пока я его еще могу держать. А потом ставлю его на торт и уже на торте дорабатываю вот эти вот веточки у моей елки. Если же у вас, я про рожки хотела сказать, если же у вас рожки тонкие, изнутри полейте его просто шоколадом внутрь и на 5 минут в холодильник, чтобы он у вас зафиксировался, этот рожок, чтобы он у вас не размокал. У меня же очень плотные рожки, я всегда ими пользуюсь и для других тортов. Я просто знаю эту фирму-производителя и много лет их уже покупаю и знаю их. Поэтому все это делается элементарно. Окончание веточек уже делаем, дорабатываем на торте, там, где считаем нужным. И вот такая елочка у меня готова. Вторую, более маленькую я, конечно же, делаю. Я отсаживаю по тому же точно принципу, той же самой насадкой. И делается это все очень и очень просто. И насадки нужны самые элементарные здесь для этого торта, которые есть в любом наборе для начинающего кондитера. И даже такие же насадки продаются, мне кажется, даже в супермаркетах в отделе для выпечки. Итак, вот боковая у меня елочка будет. Я беру ее, во-первых, у меня здесь помельче. Я сделала этот конус из вафельного рожка. И только чуть больше, чем наполовину я ее украшаю, вот так, и вставляю как бы в этот сугроб. Она будет смотреться очень эффектно, очень объемно тоже. И дорабатываю ее уже просто уже на самом торте. Все, елочки мои готовы. Сейчас я беру кондитерский снег.
и через сито я посыпаю им на торт. Сверху не сыпьте вот на эту лыжню, я чуть-чуть насыпала, и плохо потом у меня отсаживались лыжи. Сыпем сразу на елки. Если же у вас нет такого кондитерского снега, это смесь сахарной пудры, слегка крахмала и слегка пальмового или кокосового масла. Именно вот это масло, оно и не дает таять вот сахарной пудре. Ни в коем случае не сыпьте сахарной пудрой, она растает у вас. Если же у вас нет вот такого кондитерского снега, просто посыпьте кокосовой стружкой, она тоже будет очень эффектно смотреться на торте. И вот таких пару елочек я отсаживаю непосредственно уже на самом торте, уже без всяких вафельных этих рожков. Тоже они очень хорошо будут смотреться. И также я их потом присыпаю вот этим кондитерским снегом, так называемым, который не тает на торте. Теперь я буду делать лыжи. Насадка у меня 8 мм, опять без номера, к сожалению. С одной стороны у нее вот такая рифленая структура, а с другой стороны она совершенно гладкая. Вот этой гладкой стороной мы будем держать ее наверх и делать просто лыжи. Просто проводим такие палочки. Не сыпьте поэтому вот этот вот кондитерский снег наверх, чтобы лыжи цеплялись очень хорошо. И отпускаем, вот так вот слегка наверх ее уводим. И вторую делаем точно так же. Где-то расстояние у них 2-3 мм друг от друга. Видите, вот такое тоже может случиться. Я просто это убираю вилкой, и все. И в принципе лыжи идеально у нас готовые. И также мы делаем все остальные лыжи по этому же принципу. Крем для лыж и для снеговиков обычно на других тортах я варю отдельно. Здесь я просто одной порцией варила, но лучше сварить отдельно на покрытие торта и на елки, а для лыж и для снеговиков сварить где-то на 50 грамм белка свежий крем. Здесь у меня просто без насадки переходник, и я отсаживаю самих снеговиков. И такое туловище у снеговика. И, конечно, где голова у снеговика, там делаем уже поменьше этот шарик. Давим вот так просто из насадки и 3 раза так. Основание самое, конечно же, широкое, туловище потом поуже и голова еще поменьше. И все, и снеговики у нас готовы. Делается это очень все просто. Вы, если хотите, вы можете внутрь вставить деревянную шпажку и отсаживать уже на шпажку. Так тоже можно делать, чтобы они, может быть, как-то и постабильнее будут стоять. Но я делала такие торты уже несколько раз, и они очень хорошо транспортируются, эти торты, по населенному пункту, по одному. Да? Не возила я никогда их за город, но очень хорошо они по городу транспортируются. И однажды даже стоял такой торт у меня сутки в холодильнике, никуда снеговики не поплыли, никуда они не опали. Если свежесваренный крем, все очень хорошо держится. Насадка у меня здесь 3 мм. Круг, без номера, опять же. Оранжевый крем. Делаю такие морковки, как носики у снеговиков. Просто нажимаю и тут же отпускаю. Главное, чтобы зацепился здесь этот носик за белое основание. Очень просто они делаются. Если стабильный крем, они у вас идеально будут держаться, эти носики. Видите, как хорошо это делается. И у всех 4 снеговиков я это делаю. Теперь я вставляю обычные вот такие деревянные палочки. Это будут лыжные палки у меня. Мне надо было сначала отсадить им шарфики, этим снеговикам, а потом уже сделать эти палочки. Ну, здесь у меня немножко последовательность нарушилась. Но сначала лучше отсадите именно шарфики. Насадка у меня номер 16, 4 мм открытая звездочка с красным кремом, и ей я отсаживаю уже шарфики. И этой же насадкой сейчас сделаем и шапочки. Насадка, просто я давлю сверху, и получаются такие очень симпатичные вязаные шапочки у снеговиков. У нижнего я даже попыталась там отсадить ободок у этой шапочки беленький, но это по желанию, можете отсаживать, можете нет. И теперь
насадка номер 13, 3 мм открытая звездочка, самая маленькая, я отсаживаю вот такие вот бомбончики у шапочек. И также я сейчас отсажу ручки этой же насадкой. Номер 13, открытая звездочка. Видите, вот так вот мы как бы от шарфика и цепляем за палочки, вот за эти вот деревянные. То есть это лыжные палки у нас по сути. Не видно здесь, к сожалению. Номер 13, открытая звездочка, 3 мм. Это как бы основа для ручек таких, потому что мы потом еще коричневым кремом там по ним пройдем. Сейчас коричневый крем у меня, насадка 2 мм, круг, делаем глазки. Тот же самый крем, которым мы делали лыжи. Итак, делаем у всех снеговиков по одному и тому же принципу. Они очень хорошо цепляются, эти все глазки, за крем. Главное надавить сразу. И этой же насадкой я делаю пуговицы у всех этих снеговиков. А вот той же насадкой, что мы делали шарфик, номер 16, 4 мм открытая звездочка, я делаю варежки. Там, где у нас ручка у снеговика цепляется за деревянную шпажку, делаем там варежки. Опять та же самая насадка 2 мм круг с коричневым кремом. Я просто давлю из нее посильнее и делаю пуговицы снеговикам. Теперь этой же насадкой с коричневым кремом 2 мм по уже основе из белого крема я делаю вот такие ручки им, угловатые, обязательно угловатые, потому что снеговики, они же, мы им делаем обычно из веточек, да, и вот имитируем вот такие веточки, и в принципе снеговички наши готовы. Теперь я беру насадку номер 13, я здесь окрасила крем в голубой цвет и делаю такие как бы завитки, как вьюжные, что-то такое зимнее тоже. И написала успехов также красным кремом и посыпала посыпкой в виде снежинок сахарной. Вот такой веселый, жизнерадостный тортик у нас получается. В принципе, делается он совсем несложно. Просто главное знать принцип. И не обязательно на Новый год такое делать торт, но можно также и на любой зимний праздник его сделать. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я показываю очень быстрое и простое украшение зимнего торта на Рождество, на Новый год с самыми простыми кондитерскими насадками, очень быстро, белково-заварным кремом, без выравнивания. Все покажу и расскажу в данном видео. Сначала будем делать цветы, поэтому сейчас показываю, какие кондитерские насадки я для этого использовала. Белково-заварного крема на изготовление цветов у меня ушло из расчета порции примерно на 120 грамм белка. Вот такие кондитерские насадки я буду использовать для изготовления цветов в этом торте. Насадка 874 роза, насадка номер 80 хризантема, насадка номер 352 травка, насадка номер 233 галочка, насадка номер 70 листик и обычная насадка 8 мм на выходе, открытая звездочка. В принципе, проще уже некуда. Сначала делаю розы. Насадка 874, большая роза изогнутая. Я ее уже давно сделала более узкой при помощи плоскогубцев. Вы можете брать любую свою насадку, которая есть у вас в наличии. Главное, берите не маленькую. Самую большую, чтобы вам быстрее, как можно быстрее можно было работать. Здесь я показываю именно экспресс-украшение, уже быстрее некуда, поэтому все здесь продумано именно для большого торта, 26 сантиметров в диаметре, это не маленький торт уже. Чем его занять? Именно крупными цветами и простыми. Насадка здесь крупная, берите как можно более крупную насадку, которая только у вас есть в наличии. 5 роз я буду делать. Показываю здесь разного размера розы. Начинаем всегда с огромной. Вот это будет примерно
6-7 сантиметров в диаметре роза, то есть роза большая. Мне она такая нужна. 5 роз сделаю и дойду до самого мелкого бутона. Краситель здесь я использую вообще в украшении всего этого торта. Гелевый водорастворимый краситель, он идеально подходит для окрашивания белков заварного крема. Цвет красителя я здесь использовала лимонно-желтый. Буквально кончиком зубочистки я дотронулась до белого крема. Ни в коем случае здесь нельзя переборщить с цветом, иначе розы у нас будут просто желтыми. Делаю все меньше и меньше, каждую розу я делаю как бы на убыль в плане ее размера. Нам так и нужно будет, потому что не нужно забывать, что по центру у нас идет крупный цветок, а по бокам всегда все меньше и меньше. Обязательно в самой насадке оставляю немного крема для того, чтобы у меня потом была возможность при необходимости, я подчеркиваю, при необходимости отсадить на самом торте пару бутонов, чтобы закрыть какие-то, может быть, неровности, шероховатости, чтобы вам было повольнее работать. И делаю сейчас пуансеттию. Отсаживаю просто из насадки. Любую насадку здесь для основания можете брать. Насадка здесь у меня 352 галочка. Не советую здесь использовать насадки листик для пуансеттии. Из насадки листика она не так хорошо будет получаться. Лучше у кондитерского мешка срезать вот так же в виде галочки его уголок, окончание кондитерского мешка и работать прямо непосредственно из кондитерского мешка. Надеюсь, что я понятно объяснила. Сейчас даже в наборе для всех начинающих кондитеров продается вот эта насадка, галочка, поэтому я думаю, с ней проблем нет. Использую здесь бордовый кондурин, придает особый блеск, такой нарядность цветам. Часто пуансеттию и флористы покрывают еще блеском, золотом и просто кондитерскими посыпками золотыми украшают центр цветка. Для пуансеттии обычно делаем такое большое, пространное такое основание. Обычно я люблю на красном основании делать пуансеттию, но здесь у меня очень мало оставалось красного красителя, и я его сэкономила, потому что мне могло не хватить на следующие мои торты, и я использую белое основание. Вы же, если новичок, можете использовать красное основание именно для того, чтобы вам уже на торте не приходилось его чем-то закрывать, вот это белое основание. Я окрасила именно красным, просто красный цвет гелевым водорастворимым красителем, сам крем, и кондитерский мешок я также дополнительно окрасила самим красителем. Это придает интенсивность цвету всегда. Это всегда работает. Очень просто пуансеттия делается. Здесь делаю 6 цветочков пуансеттии. По-немецки называется этот цветок рождественская звезда, Weihnachtsstern. Цветок, который связан именно с Рождеством. Пуансеттия цветок такой на самом деле очень хаотичный. Его очень часто делают вот таким ровненьким, как по линеечке. Нет, пуансеттия, она же такая вообще как бы серединки и не имеет. Поэтому я ее делаю всегда более натурального такого вида. Теперь сделаю шишки. Буду делать всего 3 шишки, потому что времени не было вообще. Беру насадку, здесь у меня номер 80. Узкое основание делаю для шишки. Насадку держу от себя, закрытой стороной к себе этой насадки, и просто делаю чешуйки. Крем окрасила хаотично, тоже белый с коричневым, смешала цвет. И вот таким образом просто хаотично наполнила кондитерский мешок. И выходят такие как бы заснеженные шишки. Мне достаточно будет 3 этих шишек, потому что экономила крем. Варила крема здесь я белково-заварного из расчета порции на 200 грамм белка. И мне этого хватило на тортик в диаметре 26 сантиметров. Сделала 3 вот таких шишки. Теперь торт я покрыла
уже белково-заварным кремом. Я его, как видите, не выравнивала. И делаю паутинку. Паутинка – это очень экономное украшение торта. Буквально по 2 столовые ложки я беру в мешок, наполняю ими мешок кремом. 1 миллиметр у окончания кондитерского мешка я срезала и делаю вот такую хаотичную паутинку. И внизу я делаю такую как бы имитацию сугробов тоже. Теперь беру нетающую пудру или кондитерский снег и посыпаю все эти боковины, чтобы придать такой эффект заснеженности этому торту. Если у вас нет кондитерского снега, ни в коем случае не нужно использовать обычную сахарную пудру. Ничего не получится, она у вас растает. Лучше в этом случае, если вам негде взять аналогов этой пудры, лучше берите обычную кокосовую стружку, измельчите ее, в кофемолке можно измельчить и посыпьте мелкой кокосовой стружкой. Либо так просто оставьте. Итак, начинаю выставлять цветы на торт. Начинаем с самого крупного цветка всегда. Из центра выставляем по бокам. Крем белково-заварной, итальянская меренга. Его рецепты есть подробнейшие 3 видео на моем канале. Ссылки я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Как он готовится ручным миксером, планетарным и даже вообще без весов и без термометра. Есть такое у меня видео. Насадка здесь у меня номер 233, травка. Я отсаживаю из нее хвою. Хвою делаю такую как бы заснеженную в инее такого серебристого цвета. Капелькой черного красителя дотронулась до белково-заварного крема и получился такой цвет. Насадка номер 70, листик. Цвет крема фисташково-зеленый. Не увлекаюсь здесь зеленью. Это как листья от пуансетти и от роз. Сейчас огромное количество зимних композиций, букетов делают флористы. Я имею в виду из живых растений. И поэтому в интернете есть масса примеров, где можно посмотреть, как делаются вот такого рода композиции. Здесь взяла простые шоколадные шарики, конфеты покупные, окрасила их слегка кондурином, кондитерским золотом. И в принципе основное украшение у меня уже готово. Посыпаю сейчас хвою еще такими очень мелкими шариками сахарными, то есть посыпкой сахарной. Ни в коем случае здесь уже не использую пудру, потому что можно испортить всю композицию. И композиция у меня уже готова. Торт готов. Торт большой и украшается очень быстро вот таким способом, потому что когда нужно очень быстро, нет совершенно времени на это. Вот такое украшение идеально подходит для этого. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой зимний торт в виде рождественского венка. Украшать я буду этот торт итальянской меренгой, белково-заварным кремом. Торт у меня этот большой, который я буду украшать. Торт этот я буду делать без выравнивания. Выравнивание белковым кремом нам вообще не понадобится. И украшать я его буду самыми простыми и доступными кондитерскими насадками. Покажу, как здесь сделать пуансеттию, розы, шишки, хлопок, хвою 2 видов, все, что касается зимней тематики. В этом видео я покажу, как сделать именно такой рождественский торт не в классических рождественских тонах, а в более таких нежных, приглушенных пастельных тонах. Как это сделать, как собрать эту композицию. Насадки, которые я буду использовать кондитерские, все перед вами. 874 роза, 366 большая галочка для пуансетти, несколько размеров насадки листик, они везде есть, насадка 234 травка, также насадка номер 103 небольшая роза, это для шишек мы будем использовать 1 см на выходе, и насадка открытая звездочка 8 мм для корзинки, так как низ этого венка, сам торт, мы будем оформлять в виде корзинки. Итак, заготовка моя уже хорошо охладилась в холодильнике. Это торт у меня молочная девочка и внутри фисташка-малина начинка. Торт большой. Здесь у меня 28 сантиметров в диаметре этот торт. Я его покрыла предварительно тонким слоем масляного крема. Слой на самом деле тонкий. Это просто здесь вот кажется так, что он какой-то максимум. Здесь 2-3 миллиметра этого масляного крема. Свежесваренным белково-заварным кремом итальянской меренгой я покрываю сейчас верх этого торта небольшим количеством крема, то есть слой крема здесь будет где-то 4, может быть, миллиметра.
не больше. Крем очень податливый, так как он только что сварен, поэтому я не использую здесь для выравнивания воду, я просто сейчас шпателем серединку вот так вот подровняю, потому что по сути у нас в этом венке будет видна только серединка, вот в центре, и то мы ее будем посыпать сейчас не тающей пудрой. Вот так все превосходно можно сделать, и как вы видите, палетку я даже не очищаю. Боковины торта обязательно сейчас покрываю белым кремом, белковым. Сделать это нужно обязательно тонким слоем, для того, чтобы в пространствах между переплетениями у корзинки у нас не было видно вот этой основы. И здесь, если вы обратили внимание, масляный крем на этом торте по низу слегка полопался. От чего это произошло? От того, что у меня не было времени. Это я вам говорю просто для опыта, чтобы вы знали. И я этот торт оставляла буквально на пару часов в холодильнике. Собранный он у меня отстоялся в кольце, но он все равно еще не пропитался до конца. И так как не было времени, я сразу же наносила на него уже масляный крем на сгущенке. И когда он уже у меня был с масляным кремом, он еще до конца пропитывался, и вот этот низ у него слегка раздался. В работе с белково-заварным кремом это абсолютно не важно, потому что это все закроется кремом. Но если вы будете покрывать торт масляным кремом и только масляным, обратите на это внимание. То есть перед покрытием масляным кремом ваш торт должен быть хорошо выдержанным в холодильнике. Особенно это в бисквитных тортах. Итак, боковину я слегка подровняла. Я ничего здесь не выравниваю, я просто шпателем слегка вот так вот подтягиваю боковинки, потому что все это у нас закроется огромным количеством декора. Я беру насадку 8 мм, открытая звездочка, которую я сейчас показывала в начале видео, и начинаю плести корзинку. Я намеренно беру здесь такую большую насадку, потому что торт у меня огромный. Торт рассчитан у меня был на 40 порций минимум. Вес его уже в украшенном состоянии составил около 6 килограмм. Поэтому этот торт мне нужно было украсить быстро. Как это быстро украсить вот такой огромный торт, я вам показываю в этом видео. Корзинка делается очень просто и очень быстро. Если вы будете экономить крем, допустим, если у вас нет возможности сделать из большого количества крема это украшение именно боковины, вам следует брать насадку где-то 6 мм, может быть даже 5, открытая звездочка, но это будет длиться долго. Но тогда крема вы израсходуете в 2 раза меньше на украшение самой корзинки. Итак, вот таким образом я плету сейчас всю корзинку. Корзинка плетется элементарно, просто и быстро, особенно из такой большой насадки, как 8 мм открытая звездочка. Вот так вот я заканчиваю плетение корзинки. Конечно же, этот стык, он всегда как-то виден, но я его задекорирую здесь снежинками. В принципе, это практически не будет заметно. Этой же насадкой я делаю окантовку этой корзинки, просто делаю вот такие завитки. Сразу говорю, обратите на это внимание. Если у вас крем неустойчивый, лучше не делайте никаких завитков, потому что последующий декор у вас просто сползет с этого торта. Это и в тюльпанах также, в цветочных композициях на корзинках. Это всегда так. Ваш этот ободок из крема должен быть очень и очень стабильным. Теперь я готовлю крем для хвои. Здесь у меня фисташковый крем. Цвет фисташковый и цвет бежевый. Это я делаю для вас. Я вам показываю, как эту хвою, если у вас нет не тающей пудры, сделать более в таких пастельных тонах. То есть сам кондитерский мешок, стеночки его, я слегка покрыла вот этим цветом бежевым. И сам кондитерский мешок я наполнила уже кремом фисташкового цвета. Из насадки, опять же, 8 мм открытая звездочка, я делаю вот эти основания для хвои. В очень произвольном порядке. То есть, как вот я здесь считаю нужным. Эту хвою будет не так сильно видно. Это просто у меня как бы такие наметки здесь. Потому что у меня будет здесь 2 вида хвои. И зеленая такая крупная, и серебристая потом уже помельче сверху. Здесь у меня насадка 4 мм открытая звездочка. Я отсаживаю просто хвою. Вот такую вот крупную хвою, потому что она у меня сейчас закроется и не тающей пудрой, она будет как бы внизу, ее не так будет видно. Если отсаживать мелкую хвою, допустим, из насадки трубочка, это огромное количество времени займет. Здесь для вас я показала, как можно светлую совсем хвою сделать, как ее можно меланжевую, то есть вперемешку сделать, и как просто вот такими вот акцентами сделать хвою. Вот смотрите и выбирайте, какой вариант вам лучше, и сделайте на своем торте уже как вам понравится. Я же все это
Хорошо так посыпаю сейчас не тающей пудрой, или, как еще она называется, кондитерским снегом. И также боковины вот этой моей корзинки для придания ей атмосферности я тоже покрою вот этим кондитерским снегом. И эту зеленую хвою крупную у нас практически не будет видно сейчас в торте, но она очень нужна, потому что она у нас как основа вот этого зимнего такого веночка будет. И вот так вот я поднимаю торт здесь. Если у вас мало опыта, делайте это на столе, не на поворотном столике. У меня огромный опыт, торт очень тяжелый, я аккуратно его приподнимаю, но я имею опыт. Если у вас его нет, лучше так не рискуйте. Все, я покрыла сейчас не тающей пудрой, и торт я пока что убираю в холодильник. И я готовлю мои цветы. Я сварила новый крем, опять на 250 грамм белка. Здесь на украшение этого огромного торта у меня ушло 500 грамм белка на 2 порции крема. Итак, делаем хлопок. Сначала я делаю коробочку хлопка на 4 гнезда, то есть просто отсаживаю из кондитерского мешка. И сразу же все это посыпаю не тающей пудрой. Делается это уже проще некуда. Следующую коробочку я делаю на 5 гнезд, как это в природе и бывает. Просто надуваем, слегка уводим в сторону и отпускаем. Если у вас нет не тающей пудры, вы можете в кофемолке измельчить кокосовую стружку, чтобы она стала у вас более мелкой, и посыпать измельченной кокосовой стружкой. У меня есть не тающая пудра кондитерская, продается она во всех кондитерских магазинах, и стоит она очень недорого. Это не сахарная пудра, сразу говорю. Сейчас хлопок я отсадила вот в таком виде и оставлю пока что его без коричневых створок. Потом, когда я буду делать уже шишки, я быстренько отсажу уже из того коричневого крема эти створки в промежутках. Таким образом я очень сэкономлю время. И сейчас я делаю пуансеттию. Для пуансетти я беру большую насадку галочка. То есть есть маленькая стандартная насадка галочка. Это же у меня большая, сантиметр на выходе. Мне здесь торт нужен был огромный, поэтому я использую, конечно же, крупные кондитерские насадки. Цвет здесь желтый, вот этот крема, передается немножко как бы утрированно, потому что темный фон, на самом деле они светлее, эти пуансетти у меня получились. Делаю основание из крема и отсаживаем, как мы всегда это делаем пуансеттию. 3 лепесточка, между ними опять внизу 3 лепесточка. И так идем, насколько нам это понадобится. То есть захотим 9 лепестков, и можно и 12 делать здесь, как вам все это нравится. Потому что пуансетти цветок такой очень необычный. Лепестки его, они как бы разбросаны так. Кондитерским сахаром золотого цвета посыпаю серединку. И вот так надставляю еще сколько захочу этих лепестков снизу. То есть все это очень индивидуально. В пуансетти я слегка дотронулась буквально желтым красителем до белково-заварного крема. Даже капли не нужно красителя, чтобы был легкий оттенок. Итак, пуансеттию я тоже сделала и делаю розу. Насадка 874 роза. Эту насадку, как и другие насадки розы, уже много лет назад я сделала более узкими при помощи плоскогубцев, чтобы цветок получался более изящным. Розовый цвет я здесь слегка смешала с черным, чтобы не был кричащий, а такой спокойный розовый цвет. И делаю обычные крупные розы. Насадка 3 см на выходе, то есть розы будут крупные. Покажу здесь просто, как сделать крупную розу и как сделать бутон, потому что здесь делаем самые простые садовые розы. Я думаю, что с этим каждый справится. И видите, как из крупной насадки сразу быстро получается объемная роза. Эта роза от 6 до 7 сантиметров будет в объеме. То есть она роза большая. Слегка поддеваю каждый лепесток вот так кончиком насадки кондитерской. И у меня получаются такие слегка надорванные лепестки. И смотрится это более естественно. Перламутровым кондуриновым спреем я покрываю каждую розу, чтобы она смотрелась как бы такая немножко как замороженная. Для этого торта это смотрится очень красиво и атмосферно. У меня уже все в этом кондурине, но я думаю, это и понятно. И вот так я показываю, как сделать просто бутон. То есть проще уже некуда. Также поддеваем каждый лепесток слегка. И получается у нас вот такой достаточно маленький бутончик. Но опять же он будет высокий. Такой, как и нужен нам для этого торта. Если вы будете делать такой маленький тортик, вы просто берите маленькие кондитерские насадки. Но все можно выдержать вот в такой же композиции. И сейчас я делаю шишки. Насадка 103
роза скошенная, 1 сантиметр на выходе. Крем у меня здесь просто коричневый, и я сам кондитерский мешок, его стеночки, еще окрасила просто коричневым этим красителем. Вот такие получаются тогда более естественно выглядящие шишки. То есть делаем тонкое, именно очень тонкое основание для шишки, не как для розы, и делаем просто чешуйки в шахматном порядке, постоянно спускаемся вниз. И шишки делаются очень просто и очень быстро. Крем этот мне сейчас еще понадобится, чтобы сделать вот эти коричневые промежуточки у хлопка, створки так называемые. И поэтому я здесь взяла насадку именно с переходником, чтобы потом просто поставить другую насадку и было удобно очень работать. Шишки обязательно, я советую в зимних тортах всегда использовать. Вы видите, насколько просто эти шишки делаются. Они всегда получаются. Главное, делайте тонкое у нее основание. В шишке это всегда самое главное, это чтобы она была тонкая. Тогда она будет у вас смотреться именно шишкой. Итак, вот столько шишек я сделала. Отставляю пока что в сторону. И сейчас я буду завершать приготовление моего хлопка. Этот же крем, оставшийся, я взяла здесь насадку 4 мм листик и делаю створки у хлопка, у коробочек хлопка. Сейчас кисточкой, которую я использую, естественно, только для тортов, я убираю излишки нетающей пудры, кондитерского снега, с коробочек хлопка. И с серединки тоже убираю, чтобы я могла отсадить уже туда крем. Очень легко и быстро делаются эти створки. И также в серединку обязательно дополняю. Проще уже некуда. И вот эта нетающая пудра, она также распространится и на эти створки сейчас. И они будут смотреться очень атмосферно и по-зимнему. Убираю пока что в сторону и начинаю уже выставлять все свои цветы на торт. Сейчас шпателем я делаю просто как бы бороздку такую, чтобы вот нетающая пудра, которая у нас попала на это место, она же не липкая становится тогда эта поверхность. И делаем эту поверхность опять как бы липкой, чтобы в следующие цветы можно было на эту липкую поверхность отсаживать. И заметьте, здесь основание для цветов я не делаю, потому что чем выше у нас будет основание, тем больше цветов нам нужно будет поставить на этот торт. Под внутренний, скажем так, который внутрь торта смотрит цветок, я малюсенькое основание делаю, а под второй цветок, уже который с внешней стороны торта, я уже никаких оснований не делаю. Даже и под цветы, которые у нас смотрят внутрь, я даже под них не делаю оснований зачастую. Иначе композиция будет смотреться очень как бы так статично, неестественно, поэтому я оставляю все как есть. Итак, как вы видите, что делается это все несложно. Главное, если вам нужен вот такой крупный торт и нету времени, как вот у меня было в этой ситуации, просто берите крупные кондитерские насадки. Если большой торт, это всегда смотрится очень-очень хорошо. Из насадки 234 травка. Я отсаживаю, так сказать, серебристую хвою, второй вид хвои. Это я делаю очень хаотично, там, где считаю нужным. Здесь до белого крема я буквально дотронулась слегка черным кремом, получился вот такой легкий серебристый оттенок. Из насадки 6 мм листик я отсаживаю такие приглушенные листья, как бы слегка, может быть, подмороженные, чтобы они вот так тоже приглушенно смотрелись. Фисташковый цвет красителя я слегка смешала с черным. И, конечно же, очень умеренно красителя я здесь добавила в белый крем, вот этого фисташкового. И получился вот такой очень приглушенный зеленый оттенок. Снежинки из мастики я изготовила заранее. И вот такие шарики из мастики я их покрыла также перламутровым кондурином. Буквально пару штук я здесь добавляю, чтобы они дополнили композицию. И маленькие шарики в виде таких как бы замороженных каких-то ягод я также ставлю на торт. Я их также заранее изготовила из мастики. Снежинками я также покрыла, где считала нужным, саму корзинку снизу. И, в принципе, мой торт уже готов. Вот такой красивый рождественский, очень нежный венок у нас получился. Зимний, очень атмосферный. И в таких тонах более пастельных. Потому что в таких традиционных рождественских тонах красный, зеленый, белый, это уже все есть на моем канале. Другие рождественские новогодние торты вы можете посмотреть в плейлисте «Торты на Рождество и на Новый год». Белкового заварного крема итальянской меренги у меня здесь ушло из расчета порции
на 500 грамм белка, потому что торт огромный. Здесь я варила белковый заварной крем, итальянскую меренгу дважды. 250 грамм это на саму корзинку, на обтяжку торта и на зеленую хвою, вот эту нижнюю базовую. И вторую порцию крема я варила также на 250 грамм белка для уже самих цветов и мелких вот этих украшений, серебристой хвои, листиков. И тогда всего этого хватило. Но торт, я еще раз повторяю, очень большой. Естественно, ссылки на приготовление самого белково-заварного крема всех видов и в планетарном миксере, и ручным миксером я вам все оставлю в описании к данному видео. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Этот крем я варила без агар-агара. То есть это классический, самый простой белково-заварной крем. Я им украшала этот торт. Также этот крем называется итальянская меренга. Сегодня в данном видео я собираю и украшаю вот такой торт в виде пряничного домика. Торт я буду украшать белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Торт делается очень просто и несложно. Торт, который я буду готовить даже без какой-либо специальной формы для выпечки. Торт украшала я белково-заварным кремом, элементами из мастики, также снеговики у меня здесь из меренги сделаны. Торт большой, 20 на 20 сантиметров по периметру, и весом он практически 6,5 килограмм этот торт вышел. Итак, внутри у меня начинка дубайский шоколад. Вот такой зимний тортик с такой экзотической начинкой. Как я уже сказала, что по периметру у меня 20 на 20 сантиметров этот торт. Обязательно для такой формы лучше всего брать именно квадрат, не прямоугольник, а именно квадрат, чтобы он смотрелся очень хорошо. Как сделать торт дубайский шоколад, есть подробнейшее видео на моем канале. Я вам ссылочку на то видео оставлю в описании к данному видео. Небольшую пометку хочу сделать. Здесь я просто масляный крем на сгущенке, вот основу для этой дубайской начинки, я окрасила просто в фисташковый цвет. Это вот единственное отличие от того видео, я имею в виду по рецепту, уже по очень такому основательному, подробному рецепту. Ссылку оставлю и напишу описание также ингредиентов на такой большой торт. У меня 3 будет прослойки дубайской. И остальное, вот это пространство, которое я буду надставлять крышу, так сказать, я уже буду делать просто крем и шоколадный бисквит, то есть ванильный крем и шоколадный бисквит. Все ингредиенты я вам напишу в описании к данному видео. И здесь после дубайской начинки я начинаю уходить уже на уменьшение вот с этой вот крышей, так сказать, со своей. То есть с каждой стороны по бокам я постоянно буду срезать по сантиметру. Срезаю я ножницами, как вы обратите внимание в этом видео, это очень удобно для таких 3D-тортов. Эти ножницы, конечно, я использую только для тортов. Очень удобно так работать вот с такими тортами. Бисквиты, как вы видите, я порезала очень-очень тонко. Так они лучше будут держаться друг на друге. У меня оставалась еще часть этой дубайской начинки, то есть я готовила 2 порции дубайской начинки от тех пропорций, что я даю в круглом торте дубайский шоколад вот в том видео. И я использовала 1,5 порции, потому что иначе торт был бы очень тяжелым. И я приняла решение все-таки делать сверху именно белый крем, то есть ванильный крем и шоколад. Сам бисквит я готовила, шоколадный бисквит на 12 яиц из расчета порции. Я просто выпекала его на противне. Просто противень 42 на 32 сантиметра. И из него я уже из этого бисквита вырезала вот эти 20 на 20 квадраты. И из остатков, то, что с боков у меня осталось, я вот эти вот обрезочки использую сейчас на эту крышу. То есть здесь самый удобный вариант – это именно отрезать ножницами уже непосредственно в процессе работы. И чтобы сделать вот такой именно атмосферный пряничный домик, нужно делать низкое основание и высокую очень крышу. Сейчас остаточками, обрезками от бисквита я как бы вот так уплотняю каждый слой, как бы скрываю ими крем. И так я прохожусь по всем слоям. Это очень важно сделать, чтобы торт был очень устойчивым. Обрезков там останется у вас много, если вы будете так делать. То есть шоколадный бисквит, ссылку на бисквит идеальный, который подходит для таких 3D-тортов, я вам тоже оставлю в описании к данному видео. И будете делать, если кто-то соберется делать такой торт, из расчета порции на 12 яиц, чтобы вам всего хватило. Вы можете не дубайскую начинку здесь делать, можете просто обычный торт с обычным кремом делать. Здесь я использую
шоколадный крем на сгущенке просто, то есть 400 грамм сгущенки, 400 грамм масла сливочного и 2 столовые ложки просто какао. Еще не убирала ни на минуту в холодильник, покрываю сразу этим кремом на сгущенке шоколадным и уберу потом на ночь в холодильник. Это я делаю намеренно, чтобы потом покрыть его еще слоем ганаша. Ганаш очень хорошо связывает. Убираю сейчас в холодильник. Вот такой торт, такая заготовка у меня получилась. Сейчас ночь отстоится, буду покрывать ганашем шоколадным и уже буду сразу украшать. Ганашем покрывать нужно, потому что ганаш очень хорошо держит именно. И чтобы был нежнее при раскусывании, при нарезании этот торт, именно работаю снизу сначала масляным кремом на сгущенке. Итак, у меня прошла ночь, я достала торт из холодильника, 200 грамм шоколада молочного и 100 грамм растопленного сливочного масла. Все это перемешала, получился у меня ганаш именно для устойчивости. Покрываю весь торт этим ганашем. Все это делается элементарно, просто и быстро. Пропорции все напишу вам в описании к данному видео. Но торт получается тяжелым, большим. На большую компанию этот торт. Торт очень атмосферный и советую вам делать, если вы захотите делать именно пряничный домик, низкое основание делаем и высокую очень крышу. Это очень важно, иначе это будет смотреться уже не пряничным домиком, а обычным домом. Как сделать торт-домик из круглого бисквита, есть тоже подробное видео по сборке, по украшению на моем канале, ссылку оставлю в описании. Сейчас вырезала просто из бумаги вот такую форму для окон. Еще на незастывшем ганаше мастихином просто себе делаю такие как бы пометки. Это ни в коем случае не какая-то даже идет точная разметка, просто чтобы мне ориентироваться, как мне дальше делать. Здесь делаю для вот этого огромного стекла, для витражного. То есть делается это все, как вы видите, без всяких каких-то мудреных форм и так далее. Все из подручных материалов делаем. Здесь у меня крем, я смешала желтый с оранжевым цветом. Делаю основу для окон. И потом еще пройдусь оранжевым цветом сверху, именно для того, чтобы окна у меня были как бы светящиеся. Свет горит, огонь в доме. Заполняю сейчас все эти окна. Аккуратно шпателем маленьким, очень удобно здесь разравнивать. Все это потом еще у меня будет выравниваться, поэтому я делаю черновое как бы разравнивание. Вот теперь я взяла капельку оранжевого красителя, кипяченую воду и мастихином аккуратно уже начинаю как бы выравнивать эти окна. Как уж там получится, это уже как краска, это распространится, так меня все это устраивать будет. Просто чтобы был такой как бы вид, что у меня в окошках горит свет или же даже где-то в камине горит огонь. То же самое делаю и с большим окном. Сейчас взяла маленькую кисточку, зеленый краситель, просто листовой зеленый, и постоянно омакивая кисточку в краситель, я делаю вот такие еловые ветки. Делаются они элементарно, просто и быстро. Главное не забывать всегда в красителе смачивать нашу кисточку. Краситель обычный гелевый, водорастворимый краситель развела обычной кипяченой водой. Не водкой здесь, просто красителем с водой. Сделала вот такую елочку. Мне кажется, ее даже ребенок нарисует. Сейчас оранжевым красителем делаю на елке украшения, чтобы их было видно просто. Теперь насадка у меня здесь 5 мм открытая звездочка. Делаю просто окна. Делаю перекладины. То же самое делаем и на большом самом окне. Потом я еще раз их подровняю. Мне здесь не очень удобно работать, потому что я, можно сказать, сбоку стою, а спереди у меня стоит камера, поэтому я немножко, может быть, где-то кривовато это делаю, потому что мне этого не видно даже, как я это делаю. Ну, надеюсь, что все понятно, то, что я показываю. Вот эти окна я сейчас сделала просто себе как ориентир, чтобы мне разграничить пространство, где мне отсаживать бревна. Здесь у меня насадка 6 мм открытая звездочка, то есть работаю в принципе только насадкой звездочка. Делаю бревна. Цвет у меня здесь у красителя шоколадно-коричневый, то есть ничего здесь сложного нет. Заполняю там, где мне нужно заполнить это пространство. Здесь очень важный момент: крема сразу, вот коричневого,
сделайте побольше, потому что если у вас не хватит этого крема, и вам потом придется разводить еще раз краску, у вас могут цвета просто отличаться. То есть, чтобы крема вам хватило. Вот здесь 6 мм открытая звездочка показываю, не знаю, видно вам это или нет, но надеюсь, что видно. Ну, это есть в каждом наборе, даже для начинающего кондитера. Вот эти насадки звездочка от 3 мм и до 10. Как правило, все это всегда есть. И заметьте, под дверь я оставила вот это вот пространство как бы незаполненным. И теперь я делаю дверь. Теперь опять же из насадки 6 мм открытая звездочка я делаю дверь уже более темным кремом. То есть я на тон темнее взяла краситель здесь. И делаю дверь намеренно вот такими вертикальными линиями и как в виде какого-то такого старого дерева, какого-то сучка, вот чтобы внутри было. То есть какая-то сказочная такая дверь, непонятная, лесная. Делаю ее намеренно такой тяжелой, более крупной. И так я ее оставлю, потом посыплю ее нетающей пудрой, и она будет смотреться очень эффектно, эта дверь. Теперь из насадки 5 мм, вот эта открытая звездочка, я делаю окантовочки снежные по всему тортику. Делаю вот так по бокам. Это все еще потом у меня, так сказать, будет выравниваться вот этим снегом, который будет у меня лежать на крыше. По всему периметру дома делаю также окантовку белую торта, так как это у нас, в принципе, пряничный домик. И делаю также окантовку окон. Я сварила новый свежий крем и делаю прямо свежим кремом снег на крыше. То есть взяла просто здесь свежайший крем белковый и сразу же распределяю его шпателем. То есть ничего здесь не жду, чтобы крем не затянулся. Если же у вас крем уже немножко постоял или он у вас начал затягиваться, разбавьте его буквально по 1 чайной ложечке кипяченой водой, чтобы он у вас стал чуть-чуть более подвижным. Чтобы сделать потом вот такой рисунок. Беру сейчас обычную деревянную шпажку и делаю рисунок в технике завиток. У меня есть несколько тортов на канале в технике завиток, и вы можете посмотреть также те видео, я вам ссылочки оставлю в описании к данному видео. Если вы новичок, лучше всего работать здесь вместо палочки, конечно, кисточкой, чтобы вы не повредили поверхность ганаша. Иначе у вас ганаш может тянуться уже за белым кремом, и это будет не очень красиво. Это, конечно, можно будет исправить, но лучше уже вам делать наверняка. Я, так как имею уже огромный опыт, делаю деревянной шпажкой, потому что мне так работать гораздо быстрее и удобнее. Делаю вторую сторону крыши. И надставляю здесь, как бы, чтобы свисал немножко крем для сосулек. Вот для этих потом буду делать сосульки. Также из этой же палочки покажу, как это элементарно делается. Также сразу же разравниваю крем на крыше со второй стороны. И с этой стороны, с предыдущей, также по бокам разравниваю этот крем. И также палочкой везде прохожусь. И это очень важно сделать, чтобы был очень такой зимний, именно заснеженный, обледеневший вид у боковины этой крыши. То есть сначала я иду вертикально, вот эти вот все завитки наношу, а потом я иду как бы по диагонали, чтобы смотрелся весь этот рисунок именно морозным таким заснеженным узором. Я вам ссылку оставлю на второй торт «Домик» зимний, который есть уже на моем канале. Там я делаю крышу из насадки. Вы, если новичок, и если вы боитесь сделать вот так крышу, вы можете по тому образцу сделать также крышу. Но так гораздо быстрее и удобнее, на мой взгляд, и более, мне кажется, естественно она смотрится. Я делаю сосульки. Здесь я, конечно, все показываю в ускоренном темпе. Вы же, если новичок, делайте это очень аккуратно. То есть я как бы этой палочкой очень-очень аккуратно вытягиваю этот крем вниз. Делаю такую импровизированную трубу сейчас. Из того же крема, из той же насадки, что я делала бревна. Здесь я не преследую никакой инженерной точности с этой трубой. То есть здесь я делаю что-то такое сказочное, что-то, чтобы напоминало просто эту трубу. Делаю такое снежное обрамление у этой трубы. Делаю немножко основания у нее, чтобы она у меня зафиксирована была. И все. С трубой я завершаю. Просто чтобы она как бы была у меня. И теперь начинаю уже делать окна.
Также из этой же насадки 5 мм открытая звездочка, из обычного белого крема просто ставлю звездочки. Проще уже некуда. Я очень настоятельно всегда всем рекомендую заготавливать изначально, за какой бы торт вы ни брались, какие-то элементы украшений из мастики. Они очень помогают в определенной тематике, будь то цветочки, будь то снежинки. Всегда советую заготовить их заранее. Здесь у меня просто сахарная картинка. Из центра разглаживаю по бокам, как это всегда делается с сахарной картинкой, и делаю из этой же насадки 5 мм открытая звездочка обрамление. И начинаю выставлять свои снежинки, которые я уже заготовила и хорошо просушила заранее. Здесь вот эти голубые снежинки, они на самом деле более голубые. Здесь они смотрятся немножко как бы в цвет морской волны, вот благодаря темному фону. Снеговичков я сделала из безе. Как сделать вот таких снеговиков? Видео на то приготовление безе я вам оставлю в описании к данному видео. Подробнейшее видео есть на моем канале, как их сделать. Делается они элементарно просто. Посыпаю весь торт очень аккуратно, не тающей пудрой. Боковины торта, то есть крышу, конечно, я здесь посыпаю из сита. Я как бы вот так вбрасываю слегка щепотками вот эту сахарную пудру на бока торта. Здесь у меня обычный рожок для мороженого. Крем я окрасила в зеленый листовой зеленый цвет. Насадка 8 мм открытая звездочка здесь у меня. Расчистила от нетающей пудры то место, где будет стоять елочка. Потом я ее еще раз посыплю. То есть елочка очень хорошо держится сейчас на самой подложке. Когда я уже в украшении елочки дошла до того места, когда я не смогу уже держать рукой, я ставлю ее уже на подложку. И на подложке уже завершаю ее украшение. Это очень просто делается. Посыпаю просто кондитерскими посыпками. Также посыпаю сейчас эту елочку не тающей пудрой. И в принципе торт мой уже готов. Торт большой, как я уже сказала. Если вам нужен более маленький торт, тогда вам нужно брать где-то 16 сантиметров по периметру этот торт. И не делайте его прямоугольным, делайте только квадратным. И крышу делайте высокой. Тогда торт будет смотреться именно сказочным домиком, а не обычным просто домом. Белково-заварного крема на все украшение этого большого торта у меня ушло из расчета порции на 250 грамм белка. Крем я варила дважды, как я уже сказала. Советую вам также делать. Если у вас не будет времени готовить снеговиков из безе, у меня есть отдельное видео по торту со снеговиками, где они спускаются с горки. Там я показываю очень подробно, как их сделать очень просто и быстро из белково-заварного крема, то есть за пару минут. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.